политику Рамзана Кадырова по Украине. Да? Рамзан Кадыров не является независимым политиком. Он всецело, как политик, зависит от одного человека, Путина. И даже жизнь Рамзана Кадырова зависит от отношения к нему Владимира Владимировича Путина. В чеченском народе всем известно, что именно Путин отдал приказ по устранению Кадырова Ахмад Хаджи. Все чеченцы это знают, и Кадыров это знает, и он просто, у него нет другого выхода, он должен исполнять все приказы, которые ему дает Владимир Владимирович Путин, для того, чтобы он сохранил свою жизнь. Он прекрасно понимает, если он не будет исполнять его приказы по уничтожению, по дальнейшему геноциду чеченского народа, то он будет убит так же, как и Ахмад Хаджи Кадыров. Вот вся примитивная политика Рамзана Кадырова по отношению к чеченскому народу. Сам он не является чеченцем этническим, поэтому он так безжалостно, цинично, нагло обращается с простым чеченским народом. Ну, то есть его позиция не является, по Украине, например, по отношению к Украине, не является репрезентативной позицией, допустим, всего чеченского народа. Нет, это ни в коем случае. Чеченский народ находится в оккупации, республика находится в оккупации. Просто здесь проблема намного глубже. Проблема в том, что последние 20 лет мировое сообщество отвернулось от чеченского народа и отдало на откуп Российской Федерации для того, чтобы усмирить вот этого российского зверя, в надежде на то, что Россия уничтожит чеченцев и на этом остановится. Да? Ну, то есть Кадыров по отношению к Украине будет делать все, что скажет ему Путин? Он и будет делать, и делает. Но проблема в том, что чеченский народ сегодня выжидательную позицию занимает, потому что он находится, как я вам сказал, как человек, который находится в тюрьме. Вот приходите, грубый пример, если вы приходите в тюрьму к человеку, который сидит в тюрьме, и задаете какой-то вопрос, мучает ли вас надзиратель или нет. Конечно, он скажет, нет, меня надзиратель не мучает, он со мной обращается очень хорошо. Да? Почему он так говорит? Потому что другого выхода нет. Он прекрасно знает, как только вы идете, за правду его и забьют. И такая ситуация в Чеченской Республике. Они вынуждены говорить то, что говорят, поддакивать Путину, Кадырову, потому что в другом случае они будут уничтожены. Вы, если заметите, что не то, что бойцы сопротивления, герои, защитники Чеченской Республики Ичкерия, даже их родственники, даже их близкие и знакомые подвергаются пыткам, гонениям только за то, что они поддерживают контакт с бойцами сопротивления. Поэтому позиция такая молчаливая, выжидательная чеченцев, которые находятся в Чеченской Республике, это никак не означает, что они поддерживают Кадырова. Весь чеченский народ презирает Кадырова, даже его ближайшее окружение презирает его, потому что все знают, что он работает на убийцу своего отца. Но они вынуждены молчать, потому что это опасно для жизни. Если бы сегодня была бы свобода слова или провели бы опрос чеченцев, которые живут в Европе 99% вам бы сказали уже открыто, что они поддерживают и говорят, что они поддерживают Украину. Но те чеченцы, которые живут в Чеченской Республике, им опасно озвучивать эту свою позицию.